Бокс любит называть себя благородным искусством самообороны. Красивая ложь для тех, кто смотрит на него из первого ряда в дорогих костюмах. Но правда выглядит иначе. Там, куда не дотягивается свет софитов, живут бугимены. Люди, которых боялись даже чемпионы. Они не приходят за очками. Им не нужны судейские карточки. Они приходят за твоей волей, за твоим спокойствием. Иногда за твоей карьерой. У них нет тормозов. Нет страха перед последствиями. И почти никогда нет жалости к самим себе. Для них ринг не спортплощадка. Это бойня. Место, где единственный способ выжить – самому стать зверем. Сегодня мы спустимся в подвал истории бокса. Туда, где пахнет старой кожей, дешевым табаком и первобытным ужасом. 4 имени. 4 разных кошмара. И ни одного шанса выйти оттуда прежним. Аарон «Ястреб» Прайер. Посмотрите в его глаза перед гонгом. В них нет холодного расчета, нет спокойствия мастера. Там бушует шторм, который не умеет затихать. Если большинство боксеров были снайперами, то Прайер был напалмом. Он выжигал все, к чему прикасался. Его темп не выглядел человеческим. В эпоху, где великие мастера просчитывали каждый шаг, Аарон просто шел сквозь огонь. 100 ударов за раунд, давление без паузы. Он не давал тебе дышать, забирал твой воздух, твое пространство, твою уверенность. А потом наступал момент, когда соперник понимал страшную вещь. Прайер не устает, он только разгоняется. Бой с Алексис Аргуэльо в 82-м – это не просто поединок. Это ритуал жертвоприношения. Аргуэльо, холодный, точный эстет ринга, столкнулся с силой, которую невозможно было просчитать. 14-й раунд. Момент, когда физика должна была взять свое, когда тело обязано замедлиться. Но именно тогда появляется та самая бутылка. «Дай мне ту, которую я смешал сам», – прохрипел тренер Прайера Панама Льюис. И в этот момент бой окончательно перестал быть просто спортом. Что было внутри той бутылки? Магия, химия или концентрированная ярость? Мы этого уже не узнаем. Но то, что Прайер сделал в том раунде с великой легендой, выглядело почти преступлением. Он не давал Аргуэльо ни секунды покоя. Шел вперед сквозь усталость, сквозь боль, сквозь саму человеческую логику. Каждая атака выглядела так, будто он пытается не выиграть бой, а стереть сопротивление соперника полностью. Именно тогда стало ясно. Аарон Прайер не просто чемпион. Он бугимен. Человек, который мчался по жизни так быстро, что в конце концов начал обгонять самого себя, оставляя после себя только запах гари на пепелище чужих судеб. Если Прайер был стихией, то Найджел Бенн был профессиональным карателем. Бывший солдат, который принес войну в квадрат ринга. Его называли «темным разрушителем», и это звучало не как прозвище. Это звучало как предупреждение. В его манере было что-то первобытное, почти оккультное, будто внутри него постоянно жила ярость, которую невозможно выключить полностью. Бен не боксировал, он казнил. В начале карьеры он уничтожал людей в первых раундах, даже не успевая устать. Но настоящий ужас скрывался глубже. Потому что самые опасные бойцы – это не те, кто любит насилие, а те, кто чувствует себя в нем естественно. Именно это делало его страшным. Не ярость сама по себе, а то, насколько естественно он чувствовал себя внутри хаоса. Вершина этого кошмара – бой против Джеральд Макклеллан. 2 зверя в одной клетке, 2 человека, которые не умели останавливаться. Это была уже не битва за титул. Это была битва за право сохранить себя. Бен падал, вылетал за канаты, получал удары, от которых большинство людей уже не поднялось бы. Но каждый раз он возвращался обратно, будто страх вообще перестал на него действовать. В тот вечер Бен вырвал победу. Цена оказалась слишком высокой. Джеральд Макклеллан остался жить в вечной темноте, а часть самого Бенна, кажется, навсегда осталась внутри того ринга. Потому что есть бои,
после которых человек уже никогда не возвращается полностью. И Найджел это понимал. Он был бугименом, который знал страшную вещь. Чтобы победить монстра, иногда приходится самому стать монстром. И Бен пошел на это до самого финала. Тяжелый вес всегда был территорией гигантов. Но среди них двигался человек, который выглядел как каменный идол из древнего мифа. Дэвид Туа, терминатор из Самоа. Невысокий для супертяжелого веса, широкий тяжелый силуэт, волосы, торчащие словно иглы дикобраза. От него исходила аура тихой, монолитной угрозы. Туа не нужно было кричать, не нужно было устраивать спектакли на взвешивании. Его страх работал иначе, физически, почти осязаемо. Будто рядом с тобой стоит человек, способный выключить свет одним точным движением. Левый хук Туа называли поцелуем смерти. Когда Туа попадал чисто, время будто ломалось. Спросите Джона Руиса. Он оказался на настиле уже через 19 секунд после начала боя. Или Олег Маскаев, чье сознание, казалось, покинуло тело еще до падения. В Туа было что-то древнее, что-то от каменных богов, требующих крови и тишины после удара. Он почти не показывал эмоций, не жаловался на боль, не суетился, просто шел вперед. Медленно, тяжело. Перекрывшись массивными предплечьями, словно бронированной дверью сейфа. И в какой-то момент соперник понимал главное. От этого человека невозможно оттолкнуть страх назад. Гиганты, которые были выше него на голову, вжимались в канаты, понимая одну простую вещь. Один просчет, и свет погаснет окончательно. Дэвид Туа был не тем бугименом, который преследует тебя в темноте. Он был тупиком, в который человек заходил сам. И выхода оттуда уже не существовало. Тишина перед взрывом. Тень, которая всегда оказывается ближе, чем тебе кажется. И когда ты, наконец, понимал это, было уже поздно. И, наконец, человек, который превратил бокс в панк-рок. Рикардо Майорга. Если бы у Хаоса было лицо, оно бы улыбалось сигаретным дымом Майорги. Он выходил на ринг с сигаретой в зубах, с бутылкой пива в руке, будто презирал все, что этот спорт пытается назвать дисциплиной. Майорга был воплощением нефильтрованной анархии. Он не строил себя как идеального спортсмена, не жил по учебникам, не превращал подготовку в священный ритуал. Ему нужно было только одно – драться. Грязно, жестко. До тех пор, пока ринг не начинал напоминать уличную драку под неоновым светом. Он сам вызывал соперников на открытый размен. Опускал руки, подставлял подбородок, будто говорил «бей, если сможешь». И они били. Но Майорга только скалился в ответ, словно человек, давно переставший бояться последствий. В его боях почти не было красоты, только ярость и абсолютное презрение к опасности. Он затягивал чемпионов туда, где техника начинала рассыпаться под давлением хаоса. Туда, где ринг уже не напоминал спорт, только драку под неоновым светом. Место, где остаются лишь зубы, кулаки и инстинкт выживания. Оскар де ла Хойя, Шейн Мозли, Вернон Форест. Для каждого из них Майорга стал кошмаром, который невозможно выбросить из памяти. Он был тем бугименом, который смеется тебе в лицо, пока вокруг рушится весь план на бой. Именно поэтому его ненавидели, и именно поэтому его невозможно было не смотреть. Майорга напоминал одну неприятную правду. В конце концов, бокс – это организованное насилие. И мало кто умел делать его одновременно таким грязным и таким завораживающим, как этот безумный никарагуанец. Человек, который превратил хаос в собственный стиль жизни. Мы смотрим такие бои не только ради техники. Мы смотрим их, потому что нас завораживает момент, когда человек перестает быть просто спортсменом, когда наружу выходит что-то более темное. И каждый раз, отдавая этим людям свое внимание, мы сами превращаем их в монстров. А потом удивляемся, почему они сгорают так быстро. Прайор, Бен, Туа, Майорга.
Они не были злодеями. Они были отражением того безумия, которое люди боятся признать внутри самих себя. С вами был канал Стира Спорт. До встречи в ринге.